Таксим – это не просто площадь, это настоящее сердце современного Стамбула. Площадь всегда была местом пересечения культур. Рядом находится и мечеть Таксим, и православный храм Святой Троицы, и католические церкви. Традиционно Таксим становится главным местом народных гуляний в новогоднюю ночь, привлекая тысячи местных жителей и туристов. В центре площади возвышается монумент «Республика», возведенный в 1928 году. Среди фигур, окружающих Мустафу Кемаля Ататюрка, есть и советские военачальники Климент Ворошилов и Михаил Фрунзе. Это дань памяти помощи, которую СССР оказал Турции в войне за независимость. Исторически площадь является местом сбора для профсоюзов и политических активистов. Особое значение имеет 1 мая – День труда, хотя в последние годы доступ для массовых акций в этот день часто ограничивают по соображению безопасности. В османские времена улица Истикляль называлась Большим проспектом Пере. Это был самый европейский район города, где жили дипломаты, богатые торговцы и интеллигенция. После провозглашения Турецкой республики в 1923 году улицу переименовали в Истикляль, что означает «улица независимости». По улице Истикляль можно найти заведения, работающие с середины XIX века, где до сих пор продают традиционный османский лукум и профитроли. Многие пробегают мимо, не замечая за фасадами магазинов настоящее сокровище. Например, церковь святого Антония Падуанского, самый большой католический храм Стамбула, построенный в венецианском неоренессансе. В его дворе всегда стоит тишина, резко контрастирующая с шумом Истикляля. Чичек-Пассажи, пассаж цветов, одно из самых красивых зданий. Раньше здесь был театр, который сгорел, а позже русские эмигрантки после революции 1917 года продавали здесь цветы, чтобы выжить. Отсюда и название. Сейчас это место с десятками колоритных ресторанов. Египетский пассаж, Мысыр Апартмане, одно из первых железобетонных зданий Стамбула 1910 года. Стиль чистейший ар-нуво, модерн, с элементами неоклассики. Интересный факт: здесь жил автор турецкого гимна Мехмет Акиф Эрсой. Здание выглядит очень парижским, благодаря своим балконам и узкими высокими окнами. Сейчас там находится арт-галерея и модный ресторан на крыше. Архитектура Истикляль – это настоящий микс стилей. Здесь неоклассика соседствует с модерном, а готика с восточным эклектизмом. Каждое второе здание на этой улице имеет статус памятника. Красный трамвай, или еще как его называют ностальгический трамвай, связывает площадь Таксим с районом Тюнель, одна из самых фотографируемых достопримечательностей мира. Станция Туннель – это вторая старейшая линия метро в мире после лондонской, открытая в 1875 году. Она представляет собой подземный фуникулер длиной всего 573 метра, который до сих пор исправно поднимает людей от залива Золотой Рог к началу пешеходной зоны. Пройдя до конца улицы Истикляль, есть выход на Галатскую башню. Галатская башня была возведена в 1348 году генуэзцами. Тогда она называлась Башня Христа и была частью оборонительной стены их колонны Галата. Первую деревянную башню на этом месте построили византийцы еще в VI веке, чтобы контролировать Золотой Рог. Но та башня не сохранилась. Когда в 1453 году султан Мехмед II завоевал город, ключи от башни ему передали без боя. При османах башня сменила множество ролей. В XVI веке здесь содержали пленных христиан, работающих на верфях.
Астроном Такиюэддин Аш-Шали основал в башне обсерваторию, но она просуществовала недолго, ее закрыли по требованию духовенства. Также башня использовалась в качестве пожарной. Весь османский Стамбул был деревянный, и пожары были главной угрозой. Дежурные на башне круглосуточно следили, не идет ли где дым, и били в колокола. В Стамбуле верят, если мужчина и женщина впервые вместе поднимутся на Галатскую башню, они обязательно поженятся. Однако легенда гласит, что если один из пары уже был на вершине с кем-то другим, магия не сработает. Башня пережила десятки землетрясений и пожаров. Знаменитая конусообразная крыша, к которой мы привыкли, появилась не сразу, ее восстановили в нынешнем виде только в 1960-х годах во время масштабной реставрации. Высота башни сегодня составляет почти 67 метров, а толщина стен у основания достигает до 3,75 метра. История Галатской башни – это хроника того, как Стамбул превращался из византийского форпоста в мировую столицу. Если Истикляль – это парадный проспект, то Галатская башня – это главный хранитель этого района. Гуляя по Истиклялю, вы обязательно увидите турецкие лампы из мозаичного стекла, которые создают атмосферу сказок «Тысячи и одной ночи». Каждая качественная лампа – это ручной труд. С помощью специального прозрачного клея мастер выкладывает традиционные орнаменты – звезды, ромбы или цветочные мотивы.